Да. Неужели, да. Боже мой, сколько сложностей с этим совместным эфиром, но я пока научилась. Подожди, сейчас я себя разверну. А ты не стала разворачивать себя? Нет, я так. Такой стрим лучше в рекомендации выходит. Вертикальный. Щас, подожди, мне надо придумать, как я себя воткну сюда. Как-нибудь. Сейчас, Давай. секунду. Вот пока Э, Андрей, как лучше расположить, я вкратце расскажу своим подписчикам. Я сегодня вышла в эфир в таком новом формате. Практически, можно сказать, мы тут дикторы центрального телевидения. Ну, нет, конечно, это шутка. Просто мы решили сделать коллаборацию, и надеюсь, она будет взаимно выгодной. Андрей Панюшкин, экологический активист из Краснодарского края. И мы, поскольку соотечественники, россияне, решили пообсуждать новости, которые касаются нашей страны. Вот сегодня, например, и ориентировочно в четверг будем обсуждать новости, которые касаются Испании. Но если вы хотите услышать какой-то там анализ там, каких-то политических движений Испании, то нет. Мы будем обсуждать эти новости только лишь если они касаются каким-то образом России, граждан России, каких-то деятелей наших. В общем, вот только в этом ключе. Ну, а сегодня у нас тема новости из России. Называются да, наши эфиры. Ларис, позволь, я Да, добавлю, да. То есть у нас да. еженедельно два выпуска, один об Испании, другой о России. Вот, но об Испании мы рассказываем все то, что имеет отношение к России. То есть все равно Да, рано или вот поздно именно мы так. говорим только о России. Сейчас, одну секундочку. Значит, я позволю тебе начать, то есть сегодня у тебя основной эфир, а я попробую продублировать этот эфир к себе на канал, чтобы у нас были Мгм. синхронные эфиры. И, Да-да. ну, давай я задам вопрос, который, наверное, у всех россиян в голове сидит. Что у вас там за место проклятое, Белгородская, Курская область? Там всех либо сажают, либо они умирают. Да, Расскажи это об очень, этом. да-да-да, это очень интересное место. Сейчас я вот еще найду тут, где у меня, ну я так-то в принципе и наизусть помню, где какие новости. То есть не Да, я особенно тут. позволю сказать твоим зрителям, что я хоть и экологический активист из Краснодарского края, но я также с тобой вместе в Испании. Да, Андрей живет в районе Аликанте, я живу в Барселоне, если кто до сих пор, ну, мои подписчики знают, ну, в общем-то, если подсоединяться, тоже кто там вдруг может быть и не в курсе. Ам, да, о Белгородской области прежде всего. Да, я, конечно, в первую очередь новости, которые касаются, так сказать, нашей действительности обсуждаю, да, с членами семьи, а также и с моими подписчиками бывает, нередко обсуждаю. Ну и вот с таким коллаборантом на темы, касающиеся вот того круга, что мы только что очертили, поговорить тоже вполне себе целесообразно, я думаю, будет интересно. Что случается в Белгородской, в Курской области? Прежде всего, там случилось 24 февраля 2022 года. Белгородская область впервые была обстреляна 25 февраля 2022 года, Курская область позже. Ну, конечно, тут меряться количеством обстрелов не стоит, количеством нападений ВСУ и так далее, потому что в Белгородской области это каждый день по несколько раз на дню. К сожалению, с пострадавшими, к сожалению, с жертвами. Курская область, как все знают, подверглась временной оккупации, Суджинский район. Ну и Белгородская область тоже не избежала вот этих всех вторжений армии ВСУ. Этого бы не случилось, сразу говорю для комментаторов. У меня много всегда бывает разных комментаторов. Этого бы не случилось, если бы Путину не вздумалось вдруг начать свою так называемую спецоперацию. И если бы он вообще не полез в дела Украины, то все люди, которые погибли аж с 2014 года, по обе стороны соприкосновения, как говорят об этом
все спикеры, то эти люди были бы живы. Также и с 22 года все, кто, к сожалению, уже не живы, они все не живы по вине того, что вот Путину вздумалось повоевать. Значит, белгородский губернатор довольно вяло и с опозданием прокомментировал арест одного из своих заместителей и сказал, что ну да, раз следствие сочло нужным его привлечь к ответственности, наверное, так надо, и мы не будем давать комментарии, давайте дождемся результатов следствия. Сейчас опять арестовали другого заместителя по тому же самому делу, как и Роман Старовойт, который по утверждениям источников от власти свел счеты с жизнью. Они были все привлечены к ответственности, что вот за коррупционные все вот эти дела во время строительства оборонительных сооружений. Как в Белгородской, так и в Курской области были построены вот эти зубья дракона, которые не возымели никакого эффекта, так как ВСУ проникало на территорию и Белгородской области, и на территорию Курской области. Вот у меня тут уже подсоединились в чате мои подписчики. Да, привет. Да, к сожалению, факты вот эти имеют место, все вот эти жуткие. Я пролистала чаты как Z-активистов, так и обычных просто людей в городских чатах, которые общаются, так и оппозиционные. Ну, никто не верит в то, что Старовойт свел счеты с жизнью. Все, Да ладно. это была бы правда, если это даже было бы правда, никто теперь в это не поверит. А все будут думать, что это власти его, в общем, помогли ему сделать это. Но белгородские заместители пока держатся, и они находятся уже в СИЗО, там, наверное, за этим следят. И неизвестно, уследят или нет, как они там будут чувствовать, в кавычках, себя за решеткой. Да, конечно же, я считаю, что они сейчас стали пожирать друг друга, и кто кого сожрет первым. Естественно, те, кто повыше, едят тех, кто пониже, и кто побеждает, так сказать, в этой борьбе, в этой гонке, они едят активнее и с большим энтузиазмом, и с большими ресурсами тех, кто стоит ниже их по рангу. Я вот сейчас у себя освещение так беру, а то мне чат не видно, засвечивает. Ага. Да, у меня в чате разные бывают люди, бывают такие юмористы, что ох-охо. Так что если встретите таких, не удивляйтесь. Еще какая из новостей сейчас обсуждается очень активно, это вот продолжается та новость, о которой я говорила на прошлой неделе, что как Гладков решил распределить помощь белгородцам, пострадавшим от военных действий, и как он сказал, что вот те, кто уехал из Белгородской области, их имущество подождет. С одной стороны, это как бы логично смотрится, да, если жители находятся там, его дом надо восстановить быстрее, чтобы он смог как-нибудь туда заселиться, да, или если это село находится под постоянными обстрелами, то есть этого жителя нужно взять и переселить куда-то в безопасное место. Как бы с одной стороны, он вроде бы как что-то дельное говорит, но с другой стороны, он говорит это, обвиняя жителей, которые уехали, то есть спасали свою жизнь, спасали жизнь своей семьи, у них была такая возможность, чтобы покинуть регион. Да, они, может быть, этого и не сделали бы никогда, если бы не вот это так называемое СВО. Они бы оставались жить в своих домах, и если ездили бы куда-то, то по каким-то делам или в отпуск, или еще как-нибудь. Вот. Гладков же обвинил этих людей в предательстве, особенно тех, кто уехал за границу. И при этом он, как бы, вот можно сказать, да без как бы, переложил на них ответственность за все то, что происходит.
Ведь не эти жители, вот я специально для тех комментаторов, кто любит выступать адвокатами дьявола, говорю, ведь не эти же жители начали войну, верно? Они не принимали решения для того, чтобы начать эту, скажем так, конфронтацию. И они вынуждены были уехать, потому что оказались в опасности и имели возможность сделать это, то есть уехать. Те люди, у которых нет такой возможности, они естественным образом ждут помощи от властей, которые их поставили, их жителей поставили в эту ситуацию. То есть Гладков сидит, вежливо беседует с Путиным, как чиновник, очень мягко с ним, там, не вступая в полемику, кивает головой, подтверждает, и все время вот это его благодаря Владимиру Владимировичу. Но на самом же деле, вот давайте, как говорится, трезво посмотрим на вещи, благодаря Владимиру Владимировичу это все и происходит. Потому что именно президент принимает решение, как главнокомандующий, да, послать куда-то войска. Вот Путин принял это решение перевести войска на территорию другого государства, начать там боевые действия. И, естественно, это государство, мягко говоря, против этого. И оно начинает какие-то ответные действия. Например, обстреливает территорию нападающего, да. И в результате несчастные жители, которым это 100 лет не нужно было, согласитесь, даже если вы себя сейчас причисляете к сторонникам Путина, типа он что-то там правильно делает, да, допустим, вы верите тому, что говорят официальные источники. Ну вот согласитесь, да, исходя из вышеизложенного. Ведь если и вы, допустим, жили там, вот вам это нужно было все, да? Нет, конечно же, не нужно. И вы бы тоже сделали то, что могли. И как вы думаете, можете написать в комментарии, предатели эти жители, кому они предали? Они что, передали секретные сведения о каких-то там военных разработках кому-то? Они что, написали письмо, там, не знаю, лидеру какого-то иностранного государства с тем, чтобы он там чего-то там сделал? Нет. Они просто уехали, спасая свою жизнь. Я почему вот так останавливаюсь на этом и говорю, да, возможным комментаторам, а люди разные, еще раз повторюсь, бывают. Есть и откровенные кремлеботы, но кремлеботов же кто-то читает, и он может подумать, что кто-то действительно так думает, может, кто-то и действительно так думает. И я разговариваю со всеми людьми. И, кстати, иногда ко мне предъявляют претензии, что это, как это, вот, наверное, на чей-то взгляд я должна быть в белом пальто и не снисходить до вот этих вот, кто вот как-то неправильно думает. Да. То есть некоторые люди есть даже, вот как бы сказать бы, прогрессивных взглядов, да, отказывают другим людям какой-то субъектности. То есть если вы говорите, что вы против войны, вы должны говорить именно вот такими словами. А если вы какие-то другие слова употребляете, то вы уже как бы и неправильный человек. Вот, поэтому вот такие люди бывают, говорят, как это я вот, мне говорят, ты как можешь разговаривать вот с этими, как говорят, ну все, наверное, слышали это слово, ватниками. Вот. Ну, сами они-то подиграфской породы, а я вот со всеми разговариваю людьми. Вот. Это уже, как говорится, личное дело каждого комсомольца. Ну вот, такой у меня, как говорится, посыл. Лариса, моего пожалуйста, сегодняшнего сообщения. Как ты думаешь, Гладкова снимут с этой должности губернатора? Ну вот смотри, если Гладков замешан в чем-то таком, как вот я почитывала, да, и посматривала разные источники, что и всем рекомендую, кстати, делать, даже если вы верите официальным источникам, вы смотрите разные и делайте свои выводы, не навязанные кем-то. Очень часто, я говорю, даже можно Путина только самого послушать, он сам вам все скажет. Как, например, он говорит что-то, а потом сам же опровергает свои слова. И я обычно людям говорю, вы же видите, что это Путин сказал? То есть он говорил там про пенсионный возраст, что пока я президент, я повышать его не буду, там никакого вторжения не будет, это учение, значит, мобилизации не будет.
там срочников на войне и так далее, и так далее, и так далее. Он много чего нам, россиянам, говорил, а в результате получалось все наоборот. Вот. И как я вот читала в разных источниках и смотрела, что они, как бы сказать, вот эти все властные, вот этот вот, не хочется змея обижать, хотела сказать змеюшник, вот это властная, вот это вся, вот это сплетение, переплетение, структура эта, они друг друга пожирают, как мы уже поняли, и наказывают вышестоящие, нижестоящих за то, что брали не по чину. Вот, скорее всего, Старовойта наказали за это. И, ну, как говорится, зажрался и вовремя не поделился, да, можно так, если вкратце. Ну, можете свои какие-то выводы сделать, если вы какие-то источники смотрели или слушали. Вот. И Гладков, не знаю, он замешан в чем-то таком или нет. Если да, то, скорее всего, на уровне, наверное, хотя я читала белгородских оппозиционеров, что они уже находили у него левые, так сказать, шикарные машины, неизвестно откуда-то взявшиеся, еще какие-то там активы, но он живет в Белгороде на съемной квартире, как сам он говорит, как сам он сказал, ой, я хотел взять ипотеку, ну вы сами понимаете, Гладков так сказал, губернатор, между прочим, вы же понимаете, что ну такой же процент, это космическое что-то, что я не потяну. Губернатор сказал. Вот. Значит, я не знаю, как, пока есть им за что его сожрать или нет, пока не знаю. Может, он пока, как говорится, в меру там все делает. Вот. Но видите, заместители берут. Вокруг него, значит, уже ходят кругами, и заместители его уже страдают, скажем. Я думаю, что кольцо сжимается, и, вероятнее всего, заместителям каждый день в перерывах между побоями им говорят, дай показания на губернатора, и будем бить менее сильно. Вот. Ну, Может наверняка. быть, может быть. Посадить губернатора – это ж большая честь. Ну вот интересно, что когда Гладкова, он же регулярно, он любит записывать кружочки в Телеграме, регулярно общается с жителями, регулярно устраивает пресс-конференции. Правда, комментарии неугодные там регулярно банятся. Меня там тоже забанивали, конечно же. И хвалебные комментарии уже там выявили, что пишут из администрации Гладкова, что какой он молодец, огурец. Ну, он ходит, часто очаровывает бабушек, садится с ними на скамеечки. Там, например, приезжает он регулярно на пострадавшие вот эти вот места обстрелов, регулярно приезжает, сам попадал под обстрелы, было такое дело. Но жители все равно к нему имеют справедливые претензии. Они говорят, да, вот Гладков приезжает, но, говорит, ты приедь и там поживи. Например, когда недавно он сказал, мол, там безопасно, уже идите, живите, предатели несчастные. Ну, это я так утрирую, но смысл примерно такой. Так жители написали, одна жительница, или мужчина это был, ну, неважно, кто-то из жителей прорвался к нему в комментарии и написал, вот, значит, господин Гладков, вы сказали, все безопасность и это, ну вот давайте переселяйтесь вы в Шебекинский, значит, район, и там живите, и если вы говорите, что там очень хорошо и безопасно. Ему написали, этому жителю, комментарий, уважаемый там, ну, допустим, Николай Петрович, губернатор регулярно бывает в районах, которые подвергаются обстрелам, ну, и так далее, и тому подобное, что, мол, подвергает он себя опасности. Но вот, тем не менее, людям дает такие советы. И когда его спросили, как он хочет переизбираться, значит, на следующий пост, а он сказал, это будет решать Путин Владимир Владимирович, он его всегда называет полностью, Владимир Владимирович Путин, и он всегда, ну, вот так вот у него. И будут решать белгородцы. И под этим постом, а это, на минуточку, канал провластный, телеграм-канал, дизлайков было больше, чем лайков. Больше дизлайков. Там ассортимент смайликов не так велик, но вот дизлайков было очень много, скажем так. Так что, ну, понятно, как у нас избираются губернаторы. Нате вам губернатора, и вы его типа выбрали. А если кто не согласен, тот сам виноват. Да? Вот, поэтому, а вот у него такая политика, вот он приезжает, допустим, вот когда дом
на улице Щорса в дом попала ракета, и он приехал и помогал машины вот эти вот, значит, оттаскивать, переворачивать, очаровывал вот жителей. Вот сам губернатор вместе с мужиками там кирпичи тягает, машины, значит, оттаскивает, вот смотрите как. А при этом, когда встречается с Путиным, ну, понятно, он за себя переживает. Это понятно, мы знаем. Он так шелестит, и там благодаря Владимиру Владимировичу, значит, выделили нам, Владимир Владимирович выделил деньги, как будто Владимир Владимирович взял из своего кармана зарплату. И вот я все время говорю разным своим комментаторам и подписчикам, вы знаете, что деньги из бюджета, это не Путина деньги. Что Путин может только и свою зарплату вытащить из кармана и кому-то дать. Но, как мы знаем, он сам это сказал, между прочим, Путин, когда у него спросили, он говорит, а зарплата у меня там где-то там складывается, я не знаю. Я вот как раз комментаторам говорю, а вы можете так жить, чтобы вы не знали, где там ваша зарплата, она где-то складывается там. Вот. А вы живете, хорошо живете, вы так можете, а вот Путин может, а почему? Он что, не такой же гражданин, как вы, или вы не такие же граждане? Вот. Я спрашиваю, вот, кстати, эти вопросы хорошо ставят тупик. Бог дает, Конечно, Бог дает. Да. Помнишь? Конечно. И, конечно, человек, вот меня спрашивают, ну что ты там, много кого ты там в чем-то убедила. Ну, вы сами на себя поставьте на место этого человека. Вы же никогда не признаетесь и не скажете, да, вот я дурак, спасибо, уму-разуму научила. Нет, конечно. Человек ответит, я, допустим, ну, поглядим, жизнь покажет, там, что-то вот в таком духе. Да, на гособеспечении мне тут пишут. Ага. Да, Путин на гособеспечении. Ну, смотрите, гособеспечению рознь. Если, допустим, официально главе государства положена охрана, это одно, да, ему, допустим, положен автомобиль, допустим, да, чтобы он перемещался куда-то, положен ему самолет, чтобы он только перемещался, естественно, по надобностям государственным, да, а не потому, что ему вдруг вздумалось сейчас там покататься. Нет, мы знаем, допустим, примеры президентов разных стран, которые ничего с ними не случается. В трамвае можно их увидеть, да, где-то увидеть их там, не знаю, ждущим электричку, да. И ничего, страна, между прочим, очень богатая это живет. Вот. И с президента корона не падает. Я вот когда рассказываю, да. Можно маленький интерактив? Тут товарищи спрашивают, кто такой мужчина в желтой майке. Ну, как вы все знаете, в желтой майке это тот, кто приходит к финишу первый, это во-первых. Да. Вот. То есть я как минимум выиграл одну велогонку, а во-вторых, те, кто не видел, во-первых, у нас очень жарко, собираются дожди, душно, поэтому приходится вот такой вот очень пляжной одежде присутствовать в эфире. Вы представляете, у них там в Аликанте, вот у них там в Аликанте, вот я как раз вопрошающим, это у меня, да, не все это у меня. И у меня, я вижу этот вопрос, Я вначале сказала, что у нас сегодня новый формат, коллаборация. То есть мы как соотечественники, живущие в Испании, Андрей живет в районе Аликанте, я в Барселоне, там у них чудовищно жарко, и выдержать даже просто в летней рубашке, я так подозреваю, очень тяжело. Вот здесь сейчас прошли дожди, немножко прохладнее стало. Я сидела в прошлый раз, мы вот беседовали в футболке, мне в футболке жарко было. А в Аликанте это вообще умереть. Сегодня весь день собирается дождь, то есть весь день душно. Вот такая вот, понимаешь, влага висит в воздухе, а я вынужден был закрыть окно, чтобы не было шума. И вот эта вся жара, которая накопилась, и влажность в воздухе, вот-вот должен пойти ливень, если он пойдет вообще. Но вообще, на самом деле, ощущение, как будто ты вот зашел в предбанник парилки. И очень-очень жарко, несколько раз в день приходится бегать в душ, поэтому в такой вот очень морской тематике я сегодня. И на самом деле у нас с Ларисой давно сложившаяся коллаборация. Мы много раз уже встречались вместе в эфире. Сейчас мы пробуем... У меня на канале еще давно есть видео совместные, как мы на разные темы беседовали.
Да, Ну, поэтому он мы будет с недавно Ларисой, подписал. да, мы с Ларисой на самом деле давние партнеры по эфиру, уже привыкшие друг к другу, и поэтому мы пробуем новые форматы. Новый Да. формат – это живой эфир, то есть стрим, который идет на двух каналах. И у Ларисы, и у меня одновременно. И, соответственно, мы смотрим, мы обсуждаем, у нас одна тема – это любимая родина Россия, но с разных сторон. Вот сегодня мы обсуждаем просто Россию, а в другие дни мы обсуждаем новости из России, но, скажем так, с точки зрения Испании, как они отражаются в Испании. И вот такое Ну, обсуждение у мне нас тут, было, когда мы в да. субботу обсуждали предыдущую, да? Ну, у нас немножко график сбился, и вот так сказать. Э, Почему вы страну поменяли? Да, предыдущий сначала я отвечу на предыдущий Давай, комментарий. давай, Неужели давай. есть адекватные женщины в России? В России есть и адекватные женщины, и адекватные мужчины. Просто мы находимся за пределами России, поэтому можем свободно говорить. Внутри России это сделать огромная проблема. Нужно Полностью обладать полностью. героизмом. Я не знаю, мы на это способны или нет. Может быть, вы способны, я не знаю. И мы знаем немало примеров людей, пострадавших, как говорится, за правду. Тут уже без кавычек. Значит, вам бы в депутаты. Возможно, по крайней мере, я думаю, я бы справилась не хуже, чем Путин, и не хуже, чем его окружение. Не в смысле, как развалить Россию, а в смысле, как сделать ее лучше. И я бы уж не сидела 25 лет у власти, а 4 года у нас, помните, если помните, сначала было, а потом Путин удлинил президентский срок до 6. 4 года хватит. Ну, если уж прям так, не знаю, такая бешеная популярность и второй срок, все, а потом никаких третий, а вот если бы вот как он там под себя конституцию, а вот если бы вот так, а если бы вот эдак, а вот так вот, если вот там выкрутить, подкрутить, нет. 4 года, ну, максимум 2 срока президентских, то есть итог 8 лет, больше нет. Родину Если поменяли. позволим, я отвечу на еще один Да, вопрос. Вот тут написали да, мне, и тебе. Здравствуйте, да. почему же вы свою страну поменяли? Вот, я Ну, это тоже хотела сказать. ну Сначала Андрей давай, ответит. я сейчас отвечу, да, а потом ты. У меня ответ очень простой. Я на самом деле свою страну не поменял. У меня только российский паспорт. У меня нету вида на жительство. Аналогично. Вида на жительство в Испании у меня нет. Я не собирался оставаться в Испании. Я остался на неделю, чтобы посмотреть музей Дали и Барселону, когда собирался лететь обратно к себе в Краснодар. Но преступники сожгли мой дом, и поэтому мне просто физически некуда возвращаться. Преступники до сих пор не найдены, не осуждены. Вот, и я остаюсь в Испании как в стране, которая вынуждена меня приютила, и, ну, в ней, я бы сказал, в ней одинаково поровну и плюсов, и минусов. Вот, и поэтому по законам Евросоюза я должен оставаться в Испании, и я до сих пор нахожусь в статусе просителя убежища. Когда испанское государство примет решение по моему беженскому кейсу, я надеюсь, положительное, я буду задумываться, в какой стране мне жить, но я здесь живу почти 3 года, и скажу вам, что у Испании есть, безусловно, хорошие стороны. Например, относительно легкий язык, который можно выучить с нуля. У Испании есть плюс в том, что граждане здесь позитивно настроены к мигрантам. И вообще, если ты пытаешься говорить по-испански, они прям расплываются в улыбке и всячески тебя поддерживают в попытке твоей говорить на испанском языке. Ну, есть и плохие стороны. Например, чудовищная бюрократия, но она существует и в других странах Евросоюза. И все происходит медленнее раз в 5, чем ты хотел бы, чтобы происходило. Но что поделать, вот такая вот бюрократическая машина вообще в Европе. Поэтому никто
завершая свой ответ, никто Россию ни на что не менял. Даже если я получу испанский паспорт, я останусь гражданином Российской Федерации, и прожив там почти 50 лет, я буду по-прежнему болеть за свою любимую страну, и семья у меня остается там же, в России. Поэтому я болею конкретно за свою страну, за свою семью. Ну, это, понимаешь, у людей получается такой когнитивный диссонанс. Некоторые, ну, под невольным воздействием, даже если они говорят, да я телевизор уже 100 лет не смотрел, ничего, пропагандисты, они в соцсетях очень хорошо действуют. И они подменяют власть и государство, подменяют страной. Путин – это не Россия. Как сказал, извините, сейчас по-французски будет, родина – это не жопа президента, сказал артист Шевчук, а родина – это другое. То есть Путин уйдет любым образом, да, естественным или неестественным, а Россия останется. Она и до Путина была. Почему это мы страну поменяли? Где, из какого вы вдруг, там, не знаю, такого, из какого вы случая или там, не знаю, какого-то доказательства сделали такой вывод? И мы, как россияне, естественно, первым делом, я как просыпаюсь, смотрю. У меня подписка на чат, на телеграм-канал губернатора Белгородского. Все, что он сообщает, я знаю. Я также знаю обо всех обстрелах, каждый день, сколько человек пострадали, где, в каком районе Белгородской области, есть ли погибшие, есть ли раненые. Это я все знаю. И все фото, и все видео с мест событий я вижу. Возможно, даже и вперед вас вижу. И также у меня есть такие же подписки на воронежский чат, что я все время чат. Да, и чат тоже там есть. Телеграм-каналы, на курские телеграм-каналы, на ростовский телеграм-канал. Как раз мы вот этим интересуемся. Причем интересуемся, возможно, еще и больше, чем некоторые из наших сограждан, которые живут внутри России и как бы отгородились от этого всего. Он, допустим, живет далеко от границы, их же не обстреливают. Ну, что-то там Путин делает, наверное, он же знает, что он делает. Нет, не знает. Путин такой же человек, как и мы, и как любой другой человек. Он может ошибаться. А его, вот это его вообще влезание в дела соседнего государства, помимо своей преступности, а развязывание войны, я напоминаю, это преступление по российскому законодательству, это еще и чудовищная ошибка, которая нашей стране уже сейчас стоит дорого, будет и дальше тоже стоить дорого. Ларис, И позволь я добавлю. многие люди расплачиваются уже за это. Да, вот там пишут по поводу того, что спорят, как бы, где нам находиться. Если бы мы находились в Российской Федерации с Ларисой, мы бы не смогли свободно говорить о том, что мы думаем, что мы знаем и чем мы считаем можно улучшить жизнь в России. По двум причинам. Первое. По причине тех репрессивных законов, которые приняты в последнее время, где любое слово, которое ты можешь сказать, может быть приравнено к уголовной статье. Вот именно. И по второй причине. Мы с Ларисой, когда мы выходим на улицу, у нас асфальт на улице, у нас парковки подземные на улице, у нас какие-то есть бытовые ништяки, скажем так, по-простому. И нам не приходится думать о том, как сделать улицу перед домом с ливневкой, с асфальтом, чтобы мусор вывозили, ну и так далее. То есть нам приходится меньше думать о бытовых каких-то проблемах в своей ежедневной жизни, в отличие от того, если бы мы находились в России, жили бы где-нибудь там, в Белгороде или в Краснодаре, в огромном Краснодаре, который вырос до 2 миллионов человек, в котором не решается ни одна проблема, ни с ливневками, ни с канализацией, ни с чем-то другим. И у нас остается время, потому что здесь все комфортно обустроено,
мы можем думать о проблемах Российской Федерации. Для тех, кто остается в Российской Федерации, хочу сказать, общая, условно говоря, сумма, которая зарабатывается страной Испании и страной России, примерно одинаковая. Но из-за отсутствия такой тотальной коррупции, которая есть в России, в Испании, безусловно, есть коррупционеры, и, безусловно, они воруют. Но они воруют меньше, поэтому больше денег остается на подземные парковки, на какие-то стипендии, на обустройство рек, парков, этих самых тротуаров и даже на общественные туалеты. Хотя я бы не сказал, что Испания свободна от коррупции страна, но как-то не научились, ну, скажем так, воровать по-скромному. И вот те, кто живут в России, задумайтесь, прямо в этот момент силовые органы Испанского королевства расследуют коррупционные связи руководства Испании. Вы можете себе такое представить в России? Чтобы независимые органы прокуратуры, судебной полиции расследовали коррупцию Одну секунду. в верхушке вашего государства, и конкретно в Российской Федерации. А здесь в Испании такое происходит регулярно. Система сдержек и противовесов. Вот поэтому в Испании остается время на то, чтобы думать о России. Да, кстати говоря, согласна. Да, еще один момент я хочу сказать. Здесь, находясь в Испании, с октября прошлого года, я решил завершить ту тему, которую я начал еще будучи в России. Я хотел заставить администрацию «Горячего ключа», это город-курорт в Краснодарском крае, я их хотел заставить перестать сливать все канализационные стоки города без очистки в реку Секупс, приток реки Кубань. Я не смог этого добиться в 2022 году, потому что на меня начали возбуждать уголовное дело по придуманной статье. Сфабриковали уголовное дело, я решил, что я поеду на время в Европу, дам, так сказать, ситуацию успокоиться. Так вот, я, находясь в Испании, нашел время, чтобы написать жалобы в контролирующие органы, потому что слив фекалий продолжался в 2022 году, в 2023 году, в 2024 году. Я писал жалобы, и только в мае 2025 года мне сообщили о том, что прокуратура «Горячего ключа» возбудила уголовное дело против сотрудников водоканала «Горячего ключа», которые были застуканы на сливе фекалий. И представьте себе, пострадал вот в этом уголовном деле какой-то рядовой мастер, в смену которого приехала прокуратура. Понятно, что этот слив фекалий на протяжении многих лет происходил с согласия главы города «Горячий ключ», с согласия директора водоканала. Конечно, все депутаты местные знали о том, что происходило. Но вот я смог из Испании додушить ситуацию, чтобы хотя бы возбудили уголовное дело. Наверняка там сейчас забегали, закричали: дайте денег, будем реконструировать очистные сооружения. Я бы никогда в жизни не стал ничего подобного делать из России по одной причине. Потому что я боялся бы, что меня посадили бы по сфабрикованному уголовному делу. Подкинули бы наркотики, как это пытались сделать в 2022 году. И все, и сидел бы я в тюрьме, а не в Испании. Вот мой ответ, почему я нахожусь здесь. Потому что лучше плохо жить в Испании, чем хорошо сидеть в тюрьме в России. Извини, Ларис, так вот эмоционально. Да, совершенно верно, так оно и есть. И я привожу всегда в пример про коррупционеров как раз. Мне когда пишут, ну что, а что там в Европе нет коррупционеров? Есть. И привожу в пример мэра города Марбея. Он в свое время очень много сделал для города. Там много чего было построено, усовершенствовано, сделано там более удобным для жителей, там, для туристов, в общем, много чего. Но мэры этого осудили за коррупцию. А почему?
Он что, так много взял? Ну, как говорили, что он там, значит, ну, заключая какие-то подряды, там, разрешая это, ну, не забывал про свой карман. А в Европе, как известно, судят за коррупцию, даже если чиновник потратил, такие случаи были и не раз, на 1 евро больше, чем у него есть доход. Почему наши прекрасные чиновники не ратифицировали 20-ю статью Конвенции ООН о декларации расходов, не только доходов, расходов? Почему? Потому что они все там всегда записывали, а сейчас они даже стали секретить свои, наши российские чиновники, секретить свои доходы. То есть это теперь тайна. А вообще это тайной быть не должно. Да рядовой граждан может не отчитываться о своих доходах, да, и никому не обязан докладывать, на что он тратит свою зарплату. Ну, если, конечно, он не совершает преступление, это другой вопрос. А чиновник должен. И вот они тогда выявляют и придираются буквально к каждому евро. Ну, вот этот прекрасный мэр города Марбелья, значит, не забывал свой карман, и его осудили. С него сняли буквально все деньги, до трусов раздели, и, наверное, трусы тоже сняли. С него, с его жены, с его любовницы, которая была известнейшей певицей. Это Изабель Пантоха, можете погуглить. Она настолько знаменита в Испании и в Латинской Америке. Но вот это как у нас, я не знаю, кто из таких топовых певцов вдруг бы так попался. И они сидели все в тюрьме, все трое. То есть и брошенная жена, и сам этот мэр, и эта любовница, которая еще была вынуждена доказывать, что вот эти деньги она же зарабатывала, и много зарабатывала, она же певица известная. То есть вот это мои, да, я это заработала, а вот это, значит, доказали, что она имела от своего любовника, соответственно, да. Вот. Поэтому вот так в Испании борются с коррупцией. Конечно, есть такие, ну, они дети по сравнению с нашими. Это можете даже не сомневаться. Да, но Россия самая богатая страна в мире, а у нас зарплата у граждан и пенсия, как где-нибудь там, не знаю, в каких... Вот все наши пропагандисты любят насмехаться над Прибалтикой. А эти прибалты, а такие-сякие, а они такие жалкие, а они такие ничтожные. У них пенсия больше, чем у россиян, и намного. И зарплаты больше, и намного. А они в Евросоюзе, вот такие пропагандисты, все над ними смеются и хохочут. Вот вы добавление к погуглите тому, что ты говоришь, вот смотри, GDP, то есть столько, сколько зарабатывает страна, в Испании и в России примерно одинаковые. Но при этом GDP на человека в России порядка 11 тысяч долларов, а GDP на человека в Испании 33. То есть испанцы в среднем в 3 раза лучше живут, чем россияне. И при этом Понятно. всегда жалуются, что наша власть, они говорят, наша власть нас грабит. Вы какого-то испанца Ребят, спросите, он вы доволен представляете, властью? как они Он умеют что, политику, да. У них здесь он куча что, партий. сумасшедший? Мы даже с Ларисой все партии до сих пор не можем выучить. У них Нет, здесь... это даже не спрашивайте, не знаю. Да, у них здесь 2 десятка партий. У них реально конкуренция. Они реально друг другу вырывают куски мяса изо рта на каждых выборах. Они реально борются за каждый голос. Каждая партия следит за каждой Очень, другой Андрей, вот партией. тут интересный комментарий про электричество, что вот в России все за копейки. Вы уверены? А вы точно в этой России живете, про которую мы говорим? А вы ничего не слышали про повышение тарифов с 1 июля? И что потом к сентябрю будут опять повышены? В некоторых регионах 20, есть на 30, а есть и на 40%. Ну, где-то вы, наверное, в другой России живете, что там все за копейки. Может, Путин за вас платит. Тоже может быть, конечно. Я не знаю. Смотри, у меня аргумент очень простой. Законодательно запрещено в Испании платить зарплату меньше, ну, чуть 1400 евро до уплаты налогов, но вот 1400 евро, там 1300 с чем-то, 1350 или 340, вот меньше этой суммы в Испании платить невозможно. В принципе. То есть тебя не могут нанять на полный рабочий день, если платят меньше этой суммы. И я как человек, как проситель убежища, скажу вам, что на такую сумму
реально можно и арендовать квартиру, и взять машину в кредит. Не новую, но можно. Можно питаться и не только макаронами и хлебом. То есть, понимаете, что хорошее? То, что здесь не придумывают ложных вот этих вот вещей, что вот у вас МРОД 20 тысяч, и попробуй на эти 20 тысяч выживи. Вообще повышать, Конечно, вот именно, здесь борется за то, чтобы как раз повышать минимальную зарплату, минимальную пенсию, от которой как раз потом все и пляшут. А у нас минимальные зарплаты и пенсии, мягко говоря, неудобно при испанцах произносить, сами знаете, да? Ну вот придите, допустим, вот если когда будет все уже хорошо, санкции снимут, похвастайтесь своей зарплатой своим коллегам, европейцам, то есть которые работают на той же должности, что и вы увидите разницу. А смотри, потом давай сравните еще там все одну новость остальное. о чиновниках расскажу. Те, кто ратует за Россию, должен вас огорчить. Прямо сейчас принимается закон, который позволит сплошной вырубки производить на Байкале. То есть, если раньше граждане собрали сотни тысяч подписей, чтобы не давать ходу этому закону, сейчас на Байкале чиновники втихаря, когда вот происходят все эти перетрубации с войной, которую называют СВО, и со всем остальным, втихаря протягивают закон, чтобы можно было на Байкале, на уникальном месте, с уникальной экологией, под кладбища, под дороги, под все что угодно вырубать сплошные массивы леса. И это будут делать не как раньше, незаконно. Это будут делать абсолютно законно, подложив под это новый закон. То есть, если раньше можно было на какую-то незаконную рубку хотя бы нажаловаться, сейчас на эту незаконную рубку нажаловаться будет нельзя. И все это делается под прикрытием вот этих вот как бы создающихся для граждан новых возможностей. Скажите мне, семейная ипотека умерла в России или нет? Мне кажется, она уже умерла. Уже никому не выдают. А меня спрашивают про ипотеку, я говорю, а здесь, если у кого там вот 4%, они еще жалуются, чтобы уменьшили. Вот, 2,5%. В общем, здесь, конечно, если бы у местного жителя да, вернулся в эфир, я, говорит, вернулся и тащусь. Или куда вы вернулись? Значит, бедные друзья, вы должны понять одну простую вещь. Когда люди критикуют власть в своей стране, это значит, что они любят свою страну. А если люди любят свою власть, которая ворует, а вы все знаете, что это так, которая устраивает войны, что является преступлением по российскому законодательству. Если люди любят власть, значит, они не любят свою страну. Хотя говорить они могут о другом. Путают родину и, как мы уже сказали, извините, еще раз, жопу президента. Очень точно сказано. А родина – это другое. Если для кого-то из вас, кто пишет защитные комментарии, родина – это Путин, но мне вас жаль. Мне вас жаль. Путина не будет, а Россия останется. С чем вы останетесь, если у вас родина? А мы как раз то, чтобы в России была бы такая же зарплата, как у европейцев, даже больше. Мы вот за это. И чтобы какие-то были все инфраструктура и все остальное еще лучше, чтобы чем у европейцев было. Вот мы за что. А некоторые говорят, вот вы критикуете. Так мы критикуем, потому что мы хотим, чтобы лучше было. А еще мне иногда смешит вопрос, а вы что сделали для страны? Так вот, человек делал для страны, его, считайте, чуть ли не в тюрьму засадили. Боролся с тем, чтобы, извините, говно не сливали в реку. Или, например, мне пишут комментарии, вот вы такие-сякие, а я хоть один день у власти была, например, или что. Я, например, работала с трудными учениками. Многие из вас даже не зайдут к ним в класс. Скажут, да ну его, чтобы я себе нервы мотал, даже подальше от меня. Вот. Смотри, самое интересное, что сейчас я нахожусь, да,
мне, кстати, не Навальный купил. Майку я купил сам за 5 евро. Жутко дорогая цена. Вот. Но, к сожалению, мы с Ларисой живем в курортных городах, таких на побережье Средиземного моря, поэтому цены здесь... курортный город, да. Да, Аликанте тоже курортный город, поэтому Аликанте тоже. для туристов, да. Но майку точно купил не Навальный, а я сам. Что касается, что ты сделал для Родины, смотрите, очень простой пример. В 2017 году никто меня не заставлял начать борьбу за то, чтобы жители Горячего Ключа, конкретно в том месте, где я жил, имели бы асфальтовую дорогу. В 2017 году я это начал делать. Прошло несколько лет, и в 2024 году в том месте, где я жил, где я был председателем ТОСа, построили 1,5 километра асфальтовой дороги. И 3000 человек, моих соседей, оказались в цивилизации, с асфальтом, с общественным транспортом. А я оказался без дома, потому что мой дом сожгли соседи. Вот такая вот любовь к родине. Кто из вас готов пожертвовать своим жильем ради борьбы за общественное благо? И самое интересное, что когда я оказался в Испании, ко мне обращались соседи и говорили: наши сыновья, мужья участвовали в войне, которая в России называется СВО, и им не платят деньги. Ты единственный независимый журналист. Никто не хочет рассказывать о том, как наших семей лишили положенных выплат. Расскажи, пожалуйста, об этом. И я писал об этом статьи и публиковал. Вот поскольку я нахожусь в Испании. Если бы я был в России, мне было бы страшно. Я такой же человек, как и вы. А так я смог из Испании рассказать историю моих соседей. Я категорически против войны, но я хочу поддержать моих соседей. Поэтому я рассказал правду. Что с ними случилось? Как власть их обобрала постфактум. И они никому не обратились из тех, кто в России находился, а обратились ко мне, понимая, что мне уже нечего терять, у меня уже ничего нет. Да, кстати, в продолжении экологической темы, сегодня прочитал новость. Мазут, который вытек из танкеров, которые по решению чиновников, по их попустительству прошли весь маршрут, вышли на рейд Анапы и там развалились на куски, это чиновники допустили, это не какие-то бандиты, коммерсанты. Вот именно. Это были чиновники, которые закрыли за взятки, скорее всего, глаза на то, что танкеры, которые не предназначены для этого, прошли через Азовское море, вышли в Черное море, попали в шторм. Капитан порта, порт Кавказ, он должен был им запретить стоять там на рейде. Он чиновник, он должностное лицо, он должен был им сказать: ребята, разворачивайтесь со своим мазутом и, извините, звездуйте обратно туда, откуда вы пришли. То есть вот туда, вот в устье Дона, где нет такого шторма. Но нет, он разрешил им стоять на рейде. Они там стояли, разломились пополам. Мазута непонятно сколько, то ли 2000 тонн, то ли 9000 тонн, то ли вытекло, то ли вытекает до сих пор. Но самое главное, представьте себе, от Анапы это пятно дошло уже до Абхазии. Это означает, что вся рыба, которую вы, приехав на Черное море, в Сочи, в Туапсе, в Новороссийск, Геленджик, в Анапу, или даже приехав в Абхазию, вся рыба, которую вы там будете кушать, она потенциально может быть вся полна мазутом. Вот, кто кстати, это не только коммерсанты сделали. Они это сделали, потому что они срощены коррупционными связями с чиновниками. Которые дают разрешение на это. Да. Вот, я, кстати, когда тоже публиковала ролики об этой экологической ужасной катастрофе, я считаю, и тоже переживала, как просто это аж до чуть ли не кошмарных снов.
этот весь ужас. Меня спрашивали некоторые в комментариях, а что, в Испании никогда не бывало, не разливался мазут? Я приводила в пример такой случай, здесь было такое, если не ошибаюсь, в 2004 году. И тогдашний премьер-министр Испании, ну, если вы подзабыли, напомню, то есть главой государства здесь считается король, но исполнительную власть осуществляет премьер-министр. И премьер-министр лишился власти. И он позволил этим танкерам оставаться на рейде в виду берегов Испании. И они потерпели там, один танкер, извините, даже был, потерпел крушение, и там вылилось, да, сколько-то тонн, в танкере же много, мазута, и достигло берега. Но поскольку Испания не находится в изоляции, они быстро попросили помощи мирового сообщества. Тут быстро приехали экологи, спасатели со всех стран. Они быстро все это ликвидировали, конечно, ущерб, естественно, был, и премьер-министр лишился должности. Вот так. А поскольку наш прекрасный президент рассорил Россию со всем миром, вот в этой анапской катастрофе, да, никто не помогал России. Никто. Путин только обмолвился, прекрасный Путин, на одной из пресс-конференций. Да, там какая-то проблема случилась, но там решается этот вопрос. Никто, естественно, никакое мировое сообщество не пришло на помощь, потому что Путин не обращался, и везде санкции, и он, типа, ничего же не случилось, он, так, какая-то проблема случилась, там решается вопрос. Ничего там не такого, вот. Никто не лишился должности. Да, виноватым крайних, как всегда, вот как того работника водоканала горячего ключа, так и там сделают крайним. Обычного работягу, который случайно касался капитан виноват, как будто капитан там что-то по собственной воле это делал. Еще кто-то там, ну только не чиновник, а чиновники, если вы смотрели, чиновники прилетали на всех парусах, он говорит, я гнал с такой скоростью, вы тут пожаловались. Люди, которые там пластались на берегу, мазут собирали и птиц отмывали от мазута. Он говорил, вы такие сякие, и матом на них, и говорит, я вас всех закрою. То есть он им угрожал. Да. Можно маленький эпизод саморекламы? Да. Я готовлюсь сейчас к изданию статью о том, как чиновники болезненно прореагировали на низовую гражданскую активность волонтеров в связи с вот этим вот разливом мазута. И в частности на моем канале «Журналист в Испании» можете найти. На этом канале есть интервью с руководителем Пятигорского отделения Русского географического общества. Он вывозил конкретно бригады туда, в Анапу, и он в этом интервью он рассказывает, по какой причине вот тот чиновник, о котором Лариса говорила, кричал матом. Он в интервью рассказывал, почему сгорел штаб волонтеров, если помните, была ситуация, когда горел штаб волонтеров, и что потом произошло. То есть, и поверьте мне, я порядка 100 человек опросил из тех, кто участвовал в ликвидации вот этого последствия разлива мазута, и мне ответили единицы. Люди боятся отвечать. Не отвечали, как правило, мы сейчас тебе расскажем, ты все равно не расскажешь правду. Зачем нам тогда тратить свое время, если это никто не узнает? Но все-таки вот несколько человек мне рассказали о работе этих волонтеров. Перейдите на канал «Журналист в Испании», вот, или найдите по фамилии Андрей Панюшкин и посмотрите интервью про волонтеров, как они занимались ликвидацией этих последствий. Я на самом деле был шокирован тем, насколько люди, несмотря на все сопротивление, продолжали делать то, что они считали правильным. Для меня это было вот как бы поразительно. Я бы, наверное, не был таким стойким, опустились бы руки, может быть, развернулся бы и уехал.
Ну Вот что, здесь человек пишет нам, что развалилось тут за времена Путина. Да, все верно пишет, и такой завод, и деревни, и все. Тут люди пишут. Совершенно верно. Да, вы все прекрасно знаете. Просто есть люди, которые пытаются цепляться за какую-то картину мира и подменяют понятие. Вот раз критикует Путина, значит критикует Россию. Нет, как раз наоборот. Или там раз вот так вот все критикует, все плохо, значит мы какие-то плохие. Нет, все наоборот. Надо вот включаться, надо вот как те люди вот в Анапе, или просто на пляж приезжать, мусор убирать не только за собой, но и за теми, кто до этого оставил. Я, например, делаю так, тоже немножко порекламируюсь, я и в России так делала, и здесь так делаю. С мусорным мешком хожу по лесу и собираю там, что кто оставил, но не я. Которые, наверное, приедут, скажут, ой, что-то тут грязненько, пойду найду, где чистенько, а сейчас во всех лесах и везде, и у нас, и здесь мусорки стоят, пожалуйста, иди свой мусор выброси. Да. Вот. слушай, ну давай И на комментарий напоминаю. ответим. Тут народ пишет, Да. что картавость – это пофигизм родителей в детстве. Заниматься ребенком или что? Значит, рассказываю, как картавый. Я еще и лысый, к тому же, лысеющий товарищ. Вот. Я еще и толстый, потому что пиво люблю. Вот. У меня куча недостатков. И слеповат, видите? Ну, на самом деле, что касается картавости, было предложение, ходил я к логопеду, было предложение родителей исправить этот недостаток, но учитель английского языка сказала, у тебя такое классное произношение слова R, Rose, ты так классно говоришь, это как носитель английского, не делай, тебе пригодится. Вот сейчас я свободно говорю по-английски и с отличным произношением. Ну, в русском языке je suis français. Могу говорить, что я француз. Вот. Так что, ребята, это только в России картавость. А так в остальном мире это французость. Могу говорить, что я Не, а француз. помните наших классиков, кстати, как он говорит, он изящно грассировал. Помните, если наших классиков вот так они говорили? Ну, слушай, на самом деле, когда я в Бельгии жил и учил активно и говорил на французском языке, бельгийцы умилялись тому, какое у меня произношение веселое. Ну, то есть им казалось, что у меня очень веселый такой, как бы, играющий акцент в французском языке. Поэтому, может быть, и неплохо, что я не исправил, вернее, Ищите во всем положительные стороны. Отрицательных и так хватает. Вот человек тут юморист написал Жириновского в президенты. Ну, юморист. Вот. Не, ну надо только виртуального Конник Жириновского. черного юмора. Слушай, на самом деле Жириновский стал жутко популярным в последнее время. Его взяли предсказания. Вот. Я считаю, что вообще, знаешь, как вишенка на торте, виртуальный Жириновский выигрывает выборы президента и становится виртуальным президентом виртуальной Российской Федерации. Все. Занавес. Ну, я считаю, что Жириновский был никакой не провидец, ему просто сливали информацию. Ведь его использовали, то есть, как власть же вроде должна какое-то реноме сохранять, а он болтал своим языком все, что они, как вот они хотели бы сказать, но надо как вроде марку держать, а он себе все позволял. Он, как он говорил, я делаю все, что хочу, и плевать на вас я хотел. Вот так он говорил. Они тоже это все чувствуют, можете не сомневаться, я не знаю, кто еще сомневается в этом, но сказать пока вот так напрямую не могут. Жириновский за них говорил, сейчас у них проблема. Ну, они ее быстро решают своими, мягко говоря, действиями Я против думаю, России. для сегодняшнего стрима достаточно. Надо сказать анонс. Народ, короче, оценил наше участие. В следующий раз Лариса будет в купальнике, я буду вообще без майки. Вот. Стрим на пляже надо делать. На Да, пляже. у нас будет трэш-стрим. Проблема, я рано утром хожу на пляж. Не знаю, вы проснетесь или нет. Но если у кого часовой пояс уже подходящий, ну, наверное, проснетесь. Тогда можно еще в купальнике что-то замутить. Ну, не обещаю, конечно. Что делать? Я народ хочу заинтересовать, чтобы он пришел на следующий стрим. Значит, посмотрим, мы с ней согласуем, когда он будет в конце этой недели.
будет анонс, мы будем обсуждать новости, касающиеся России, россиян в Европе и в Испании, если таковые найдутся. Приходите, это то, что вам нравится. То есть мы будем перемывать кости уехавшим. Редкие новости практически. Да, да, да. Всем спасибо, кто смотрел. Я на самом деле с удовольствием Спасибо большое. поучаствовал. Зажигательно было. Ну, автор этой идеи Андрей Панюшкин, которого вы видите вот в лидерской желтой майке на экранах своих. Заходите на его Я канал. выиграл только что есть. Да, майку купил сам, вот, он лично об этом сообщил. Заходите на его канал, оставлю тоже, зайду вот в описании ссылку, оставлю на его канал, заходите обязательно. И также и на моем канале оставайтесь, подписывайтесь, если вы еще не подписаны. Да, кстати, ребят, те, кто смотрит, нам с Ларисой будет намного легче сформировать свою новостную повестку, если вы в комментарии у Ларисы напишите, что вам зашло, что не зашло, что интересно, о чем больше рассказать. Мы с Ларисой коллеги, то есть мы оба из образования, оба участвовали в преподавательской деятельности, поэтому, может быть, больше разобрать эту сторону, может быть, посравнивать Испанию и Россию в этой части. То есть напишите в комментариях, на самом деле нам обратная связь была бы интересна, потому что... Скажу, что со временем, конечно, взгляд замыливается, и какие-то вещи мы уже не замечаем. Для нас они кажутся, ну, обычные, привычные, просто вот уже привыкаем, что называется. Поэтому напишите, что интересно и об Испании, и о Европе, и, соответственно, о России, на что мы из-за границы обращаем внимание. Например, я могу сказать, что я на каждый прилет обращаю внимание, а когда спрашиваю свою семью в Краснодарском крае, они говорят, да мы привыкли. Как к такому можно привыкнуть? Ну, человек такой, да, он привыкает. Да. Ну, большое спасибо всем присутствующим, как говорится, заходите еще. Мы постараемся рассказать что-нибудь интересненькое для вас. Спасибо за внимание. Всем пока, спасибо за участие. Ларис, тебе огромное спасибо.